Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, несмотря на то, что проверить результаты лотереи DV 2023 можно будет еще только через 3 месяца, в мае регистрация на новую лотерею и вовсе начнется больше, чем через полгода, есть новости для всех желающих поучаствовать в будущих лотереях, которые уже сейчас нельзя обойти стороной. В этом видео я быстро поделюсь с ними с вами. Как вы знаете, диверсификационная программа, более известная в народе как лотерея Green Card, проходит ежегодно уже не первый десяток лет. За первые годы правила и требования немного менялись, но глобальные изменения касались в основном увеличения квоты выдаваемых виз и количества стран-участников. Лишь в 2019 году, неожиданно для всех, Госдепартамент США обнародовал новое правило, которое требует, чтобы лица, желающие принять участие в лотерее, имели при регистрации действующий заграничный паспорт. До введения этого правила участник должен был получить паспорт только в случае, если он был отобран для дальнейшего участия в процессе получения грин-карты. И так как это правило было введено внезапно, с нарушением процедур рассмотрения, уведомления о прописанных в законе об административных процедурах, группа истцов обратилась в суд. И если опустить подробности, то спустя несколько лет судебных разбирательств и борьбы с государственными ответчиками, которые, несмотря на очевидную незаконность своих действий, все равно пытались доказать свою правоту, суд наконец-то вынес окончательное решение. Так как ответчики не предоставили уведомления и возможность прокомментировать внесение изменений до вступления закона в силу, согласно требованиям закона об административных процедурах, правило о наличии загранпаспорта было введено в действие незаконно. И теперь, установив, что паспортное правило было введено незаконно, суд не видит причин, по которым его нельзя отменить. Итак, что все это значит? Если простыми словами, это значит то, что даже небольшая группа истцов может победить в суде против Госдепартамента США. Однако, как и всегда, есть и подводные камни, без которых не обойтись. Несмотря на то, что теперь по факту требование наличия загранпаспорта не будет являться обязательным, у Госдепартамента США есть 8 месяцев на то, чтобы такое требование и правило ввести повторно, на этот раз выполнив все процедуры верно и тем самым оставив по сути его в силе и для следующих лотерей. Не понаслышке знаю, как Госдеп из кожи вон лезет, лишь бы оставить все как есть или сделать еще хуже, могу предположить, что правило наличия загранпаспорта останется в силе. Но теперь такой законопроект будет вынесен на публичное рассмотрение с возможностью внесения правок и всего прочего. Так что мы будем внимательно следить за этим вопросом и обязательно сообщим, если что-то изменится. И если честно, по нашему мнению, наличие загранпаспорта для подачи анкеты на участие – требование, которое имеет место быть. Ведь в противном случае открывается просто бездонное море возможностей для мошенничества. Причем как со стороны самого участника, так и без его ведома, если человек обратился за услугами к недобросовестным посредникам. А вы как считаете, стоило отменить требование наличия загранпаспорта для участия или нет? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Ссылку на все документы для более детального самостоятельного ознакомления я, как всегда, оставлю в нашем телеграм-канале, ссылка на который сейчас появится вот здесь. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.